Всех приветствую на своем канале Дом и ландшафт своими руками. Я хочу поздравить всех с наступившим 2020 годом. Пускай он у вас будет успешным и у нас успешным. Всем здоровья, хорошего настроения, успехов во всем. Значит, сегодняшнее видео я хочу посвятить печному отоплению, вот дровишкам таким. Хочу поделиться своим опытом, так как я уже эксплуатирую 7 лет дом. И у меня присутствуют разные типы отопления, и пробовал я использовать в качестве топлива тоже разные вещи. И хочу сегодня поделиться и сказать, на чем остановил я свой выбор, и какое все-таки отопление более экономичное и более лучшее, и что более дешевое можно установить в собственном доме для отопления дома. Когда становится вопрос о выборе системы отопления в доме, мы руководствуемся, конечно, в первую очередь деньгами. Есть три способа отопления. Основные, это, я считаю, это электричество, это твердотопливные котлы или печи и газ. Если газа нет, потому что я считаю, что газ, конечно, самый комфортный вид топлива. Если говорить про электричество, то здесь еще удобнее, чем с газом работать. Электрические котлы работают шикарно. Тихо, никакого тебе не надо подключения каких-то газовых магистралей. Очень удобно, очень хорошо, но одно но. Это цена. Цена на все-таки электричество, она довольно высокая, и поэтому газ преимущественно. На данный момент я нахожусь в доме, и в этом населенном пункте газа нет. Выбор у меня был простой. Твердотопливная система, но каким устройством я буду пользоваться для отопления, у меня было несколько вариантов. Это печь, это какой-нибудь булерьян, и третий вариант это твердотопливный котел. Значит, я определился, у меня будет твердотопливная система, и предстояло определить первое, чем я буду топить. Это дрова, это пелеты или там уголь. Ну, я вам сразу скажу, этот вопрос очень простой, откидываешь моментально все. Уголь это вообще какой-то прошлый век, грязь такую в дом никто таскать не будет. По пелеты вот этими и прессованные там опилки, все, я закупил несколько вариантов этого топлива, и я просто попробовал им топить. Но я вам скажу, что все равно, как ни крути, обычные дрова, они получились, я вам скажу, что дешевле, и теплоотдача у дров мне больше понравилась. Я вам скажу основные, если для себя выбираешь. Это булерьян, это твердотопливный котел и это печь. Я хотел бы поговорить о преимуществах и недостатках этих всех систем. Значит, начнем с булерьяна. Они бывают разных типов, но я сталкивался с двумя типами. Вот у меня у друга здесь есть. Рядышком я вижу, как он отапливает каждый день это помещение. Значит, какие преимущества у этого устройства? Булерьян, если он с подсосом воздуха, там такие трубы специальные сделаны. Очень мне понравился, отапливает он очень хорошо. Отапливает быстро, очень мощно. У него очень хорошая система долгого горения дров. Там ставишь, закрываешь поддувало, дрова, в нем можно добиться очень долгого горения дров. И к недостатку этого устройства. Недостаток в том, что он греет, когда горит. То есть вы должны постоянно подкидывать дрова, постоянно через какое-то время подкладывать их, и он на медленном тлеющем режиме он отапливает ваш дом. Следующий это твердотопливный котел. Твердотопливный котел, почему не все используют его? Потому что к твердотопливному котлу, во-первых, вы покупаете котел. Если вы хотите, чтобы он был режим долгого горения и это было автоматизировано, то это уже повышается стоимость. Вы котлу должны обеспечить систему циркуляции теплоносителя по дому. То есть вы должны поставить или батареи, или теплый пол. То есть это получается довольно дорогая система. И эта система требует специальных квалифицированных специалистов, которые это все сделают, просчитают. Можно и самому сделать, но это надо изучать и уметь, конечно, немножко это делать или не бояться постигать новые такие истины. И третье, мы подошли к печке. Значит, печь я так образно разделю на две вещи. Это камин и печь. И еще третье, про третью попозже. Значит, камин. Камин это устройство, которое очень красивое в доме, его многие ставят у себя на дачах.
но как обогревательный элемент я считаю, что оно никакое. То есть это деньги на ветер, это дрова на ветер, потому что у вас есть прямая труба, и когда вы закладываете туда дрова, они красиво горят, но это все выходит, все тепло практически. Немножко лучистое тепло выходит от огня, но это немножко. Как только дрова у вас перегорели, то тепла уже у вас в доме не будет моментально. И еще плюс к тому, что это сразу надо закрыть трубу, потому что это большая труба, это большая вытяжка теплого воздуха из дома. Второй вариант — это печь, русская печь, или разные печи бывают. Значит, печка, в чем ее преимущество? В том, что вы в русской печке ее нагреваете за счет газов, которые выходят, дым, так скажем, выходит от огня, он идет по каким-то оборотам в печи. Он не сразу выходит, а идет по оборотам, нагревает печь. И печь, в зависимости, насколько она у вас велика и насколько там много кирпичей, она держит это потом тепло. То есть вы отдаете тепло кирпичу, потом закрываете, когда перегорели дрова, трубу закрываете, и у вас получается, что кирпич какое-то время, в зависимости от объема вашей печи, отдает тепло помещению. Это, на мой взгляд, очень хороший вариант. Сотнями лет люди жили с печами и пользовались и зимой, и отлично. И я скажу, что по экономичности он очень хорошо получается. Третий вид печи — это каминопечь. Каминопечь, на чем я остановил свой выбор в своем доме, это устройство, которое совмещает два принципа. Это принцип открытого огня какого-то, которого вы видите, красиво все смотрите, он отдает лучистое тепло, он отдает через воздуховоды тепло сразу же, моментально, как вы только его затопили. Ну и плюс к тому, он еще, и у него имеются обороты, через которые он нагревает печь. И получается, что это устройство, я когда выбирал, я, конечно, остановился на этом устройстве, потому что устройство, я считал, что это просто идеальный вариант для дачи, и красиво, и функционально. Так вот, у меня вот за мной стоит такая печка, которая обогревает у меня дом. Квадратура дома, которая она нормально может обогреть, это в районе 100 метров. Но это даже зависит не от квадратуры, это больше зависит от помещения, от его расположения, от расположения самих комнат. Теперь я хочу рассказать про свою печь. Как она устроена, как она работает, почему она мне нравится. Я в этой печи хотел совместить оба устройства. И камин, который сразу дает лучистое тепло в дом. И хотел, чтобы она работала как печь, то есть она прогревалась и потом какое-то время, в районе дня, она отдавала свое тепло. Значит, как работает? Вот у меня стоит печка, она цельная, чугунная. Преимущество полностью вот чугунной топки, которая внутри со всех сторон, она закрыта, сверху только выход под трубу. Преимущество в том, что здесь можно использовать любое топливо. В чем... Какое любое топливо, вы скажете? А любое топливо — это разные дрова. Есть дрова такие, как ясень. Вот, допустим, у меня часто попадается дрова ясень. Привозят нам его. Бывают делянки, и предприниматели его продают. И ясень, если я сюда ложу, во-первых, у него теплоотдача намного больше, чем там береза, осина, другие сорта деревьев. И даже несколько палок дает жару намного больше, чем охапка березы какой-нибудь. Поэтому вот когда сюда ложишь, то ее можно использовать. Если вы ясень бросите в кирпичную печь, то она от такого жара может полопаться, кирпичи. Это довольно опасно и не очень приятно, вам печь придется переделывать. Поэтому вот есть определенные преимущества. И здесь стоит пламя-гаситель, и в трубу уже пламя не попадает. Значит, она нагревается, я разжег огонь. Теперь над ней стоит, видите, сеточка. Одна, вторая, третья, сверху сетки. Сюда сразу же, моментально идет теплый воздух. Сразу же начинает помещение прогреваться буквально через 5 минут после того, как вы зажгли. Вот я сейчас руку подставил, руку даже держать невозможно. Отсюда такой жар идет. То есть у меня сейчас зажгли мы, идет жар, он проходит. Вот здесь вот у меня стоит такая заслоночка.
И вот эта заслонка, когда я распаливаю печку, она открыта. И он работает как камин, то есть у вас дрова сгорают, и дым выходит ровненько вверх в трубу. Как только я перекрываю вот эту заслонку, то сразу же в нее упирается, он закрывает полностью трубу, упирается горячий дым, и он начинает идти по печи. Вот здесь вот сзади у меня, и я делал специальные схемы, рисовал, чтобы сделали максимально большие обороты. У меня где-то 2, наверное, 70 здесь высота. И вот здесь от самого верха до пола, практически до пола один кирпич остается, идут 3 канала. 3, не 2, а 3. И по всем 3 каналам у меня идет вот это вот тепло, оно полностью сверху проходит вниз и снизу поднимается уже и на выход в трубу. И получается, что она полностью прогревается, 3 охапочки, и она потом, печка эта, за счет теплого кирпича, который, когда вы закрываете трубу, начинает отдавать тепло в помещение, в районе, наверное, 12 часов держит хорошо вот такое большое довольно помещение. Метров, наверное, под 100 здесь получается, ну, большое, может там 70 метров помещения. И хватает тепла, в принципе, ну, при -5. Если больше, то надо, конечно, каждые там уже 6 часов подкладывать дрова, может 8. На 2-м этаже в комнате сделан тоже выход, и отсюда идет тоже теплый воздух. Он здесь очень прилично выходит, поэтому вот такие маленькие 4 решеточки дают обогреть полностью вот комнату, которая здесь приличная очень, наверное, квадратов под 30. Но я вам вот про все преимущества рассказал. Если у вас дом поменьше, печка будет супер работать, я вам говорю. Сделайте вот такого плана, как у меня. И я буду рад, если я вам помог. Если я что-то забыл, как бы это все делалось с моей подачи, я и печник тоже делал по моим эскизам, которые я с интернета скачал и что-то там дорабатывал. Поэтому как бы информации у меня в голове много, может быть что-то я забыл. Вы спрашивайте в комментариях, я обязательно вам отвечу на какие-то вопросы. Может быть я еще вам забыл сказать, что если вы захотите использовать кроме дров какие-то другие, допустим, пелеты или вот эти вещи, там прессованные опилки, то учтите, что от них, когда я пробовал, во-первых, определенный запах идет, и я не думаю, что это полезно для здоровья, это раз. Очень сильно забивают вашу трубу, и вам придется чистить трубу довольно часто. Я вам скажу, что и сейчас вот при использовании мной дров, часто очень осина бывает, она выжигает вот эти вот слюдяные эти наросты на трубе. Я ни разу не чистил. И в нынешнем году я трубу делал, там, облицовку на крыше. И я залез, думал, почищу трубу. Но оказалось, что труба полностью чистая. Вот за 6 лет мы бываем, допустим, 2 раза в неделю я здесь бываю. Летом я бываю и осенью чаще. То вообще на трубе наростов практически нет. Вот что значит топить хорошими дровами. И учтите, что если вы постоянно будете закрывать все поддувала, все, и только на тлеющем огне будете использовать свои печи или свои устройства, то труба у вас будет забиваться очень быстро. И ее надо будет постоянно чистить. Если не чистить, это очень опасно. Так, всего хорошего, ребят, до новых встреч.